Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всем мира, гармонии и здоровья. Ну а как же без этого? Это обязательно, да? Смотрите, расклад сегодня такой. О детях посмотрим, как я обещала, да? Вот. Но и посмотрим вашу жизнь, ваши какие-то вопросы, ваши до и после, допустим. Ну вот о детях, то, ваши вопросы как раз таки, да? И хочется вот основная тема, я еще не знаю, как я назову расклад, вы уже знаете, наверное, прочитали, вот, о радости за происходящее, наконец-то, да, вот хочется получать радость за происходящее, а не вечные или там частые, может быть, не вечные, а частые какие-то разочарования. Потому что действительно с чего-то ждешь в этой жизни, а происходит какой-то от того человека, от той ситуации какие-то разочарования. Что делать, к чему готовиться, на что обратить внимание? Давайте смотреть. Давайте посмотрим. Думайте о себе, проговорите свое имя. Сейчас посмотрим сигнификацию, чтобы вы знали, да, что это ваш точно расклад. Вот. Так. Очень честный, открытый, целеустремленный человек. Правосудие, четверка мечей. Четверка кубков. От чего вы отказались? Вы переживаете иногда о какой-то ситуации из прошлого. Вы либо от чего-то отказались в прошлом и сейчас жалеете, либо вы не доделали что-то и сейчас жалеете, потому что уже невозможно. Вот такое есть. Карты говорят: на все воля Всевышнего, Бога, Вселенной, смотря во что вы верите, да? Вот. Но такая карта, покажу ближе. Но здесь есть предупреждение от карт на сегодняшний день для вас. Реально. Реально вижу. По четверке сразу же, как током ударило. Мы же ей даем, ему, да, мужчина, если смотрите, переводите немножко на себя. Мы даем, не берет. А есть у вас еще такое, что вы просите, а вам реально не дают высшие силы чего-то. Смотрите, здесь есть подсказка, здесь есть предупреждение. Тебе дают, почему ты не берешь? Вот кубок, тебе дают, но ты как будто бы отворачиваешься. Смотришь на то, что есть, и то, что надо сейчас дополнить, чтобы полное вот что-то вот наполнилось, да, ты не берешь. Почему? Как же тут сказать? Вы знаете такую притчу, я в двух словах. Когда началось наводнение, и люди начали второй этаж подниматься там на чердак или, вот как где жили, да, и за ними там люди пришли, машина приехала, все такое, повывозили, а один все выше и выше, выше и выше поднимается к нему машина, он: нет, я у Бога прошу, да, к нему там лодка потом, когда уже под крышу почти, я у Бога прошу. Потом на крыше сидит вертолет, прилетел, он: нет, не надо, я у Бога прошу. Ну и утонул. И Бог что говорит? Я тебе пытался помочь, но ты мне не помог. Нет, я тебе пытался помочь, я тебе людей присылал, чтобы они тебя спасли. Понимаете, вот здесь вот карты хотят сказать, тебя высшие силы не могут взять и переставить, они тебе могут дать подсказку.
И вот с этим раскладом, с вашей жизнью, с какими-то интересными моментами в вашей жизни, которые даже, может быть, карты не озвучат никогда, но просто они есть, вы уже чувствуете. Берите эту подсказочку, берите это направление. Самое большое вот здесь, да, по вот этим картам, ты на дороге правосудия. Это карта правосудия. Всего лишь 3 карты, а столько всего. И вы почему боитесь страх? Не какую-то там ситуацию, вы страх в себе держите. И вы боитесь страх. Рисковать нужно. Конечно же, продумывая, да, вот как по картам здесь так. Смотрите, если это не ваше, все, отключаемся, да, если это не ваше. Но здесь как подсказка идет такая, я ее прям четко, как будто бы, не знаю, вот читаю, вижу, да, вот как будто это написано для вас, как письмо. Когда ребенок маленький, вы как ребенок маленький, да, ползать научились. И где-то страшно упасть. Когда встаешь, страшно упасть. Поэтому многие долго ползают, потом все равно встают и ходят. Так и тут. Рискуй перейти на новую работу. Даже если ты просто вот привыкла, понимаешь, уверена, но ничего не получаешь с этого. Ты себя отдаешь и не получаешь. Ты психологически себя разрушаешь. Поэтому рискни. А если и там будет плохо, еще раз рискни. А может, через время ты вернешься, и тебе скажут: ой, как хорошо, что ты вернулся, да, и все, и там по-другому все будет. Наконец-то тебе начнут платить за твою работу, допустим, или и финансами, и уважением. Либо отношения, либо когда вы действительно слишком много себя отдаете, не получая взамен, потому что жизнь это взамен. Без этого никак. Вот вы будете, допустим, маникюр делать человеку. Одному, второму, третьему, 10 человек за день, второй день, третий. Но не получайте от них, а потому что вы хороший, добрый человек. Что вы придете домой? Ни детям покушать, ни себе где спать даже лечь. Ни на что. Это значит, вы просто себя гробите, делая людям хорошо. Это я пример такой привела, чтобы понятно было. Но по этим картам 100% здесь. Вот. Поэтому не надо раздавать себя так сильно. Получайте либо радость, удовлетворение, да, когда вы помогли и вам хорошо, все, вы пошли дальше. Либо, если там усталость и уже не удовлетворение, значит деньги. Либо, если человек не умеет спасибо говорить, вообще хватит помогать, понимаете? Потому что вами пользуются. Вами многие люди пользуются. Вы человек реально тот, который умеет раздавать себя. Вы считаете, что это во благо? Да, для кого-то да. А для вас? Есть мера, есть норма. В каком-то раскладе для вас выходила очень сильная карта, она мне запомнилась прям, потому что энергия над ней была очень яркая. Умеренность, карта умеренности как-то была, да? И она говорила, что все в жизни умеренно, все в жизни бартер, да, можно и это слово сказать, правда, не всегда подходит. Но это ваша жизнь, это ваше счастье. Ну, как-то так. Что еще? Сейчас я еще одну колоду возьму. Вот эту возьму. Смотрю, что здесь карты скажут. Это как бы сигнификация только. Ага. Почему страх? Вот страх... Фортуна вышла. 13-й аркан, смерть. Фортуна, смерть и 7 кубков. Есть страх. Есть у вас страх, который путает иногда ваши карты фортуны. Вы боитесь 13-го аркана. Вы боитесь неправильных перемен. Вы знаете, что бывают и ошибки.
Но вы не догадываетесь, что судьба сейчас в правосудии на вашей стороне. Вам жить еще очень долго. И всегда будет помощь. Это хотят карты сказать. Поэтому радуйтесь каждому дню. Как говорят, завтра это просто слово, а что было, то было уже все. Его не вернуть, его даже не пощупать. Радуйся сегодня, и ты привлечешь большие-большие, хорошие реально перемены в свою жизнь. И по 13-му аркану не упадок будет, а наоборот возрождение. Мечтайте, действуйте, у вас все в руках. Прекрасно. Но подсказки были, потому что вот эта карта прям заискрила у меня. Всего лишь 4 кубков, но она почему-то вот здесь именно с нее пошло вот это. Она как искра. Что почему ты не берешь, мы тебе даем. У вас были какие-то недавно, не знаю, чуйка какая-то. Может быть, вы хотели куда-то пойти, не пошли, а потом переживали. Либо наоборот, пошли, а не хотели. Вот задумайтесь, потому что вам всегда идет подсказка, только не всегда ее берете. Не бойтесь опаздывать на, допустим, не знаю, на маршрутку ту же, на автобус, троллейбус, трамвай. Ну, не бойтесь, но если нельзя не опаздывать, ну там уже другой вопрос стоит. Но что-то есть тут. Что-то такое есть, что вам как будто бы уже дано, и вы это должны чувствовать, как-то чувствовать. Какой-то, знаете, как резкий переворот, резкая перемена, вот тяжело дышать, не мог вздохнуть. А тут раз и легче уже. Как кажется, на ровном месте, а нет. Это и подсказочка, это и предупреждение, это и помощь. Но идти должны вы. Вы делаете свою жизнь сами, самым лучшим образом. А подсказки и помощь у вас будет всегда. Вы идете на правосудие. Руками вас не переставят, вы сами дойдете. Еще и даже лучше будет. Ну, как-то так. Сказала. Все, что увидела, сказала. Дальше. Яркая для меня эта карта энергетически сейчас. Кто вас обидел недавно? И вы уже не обижаетесь так, как раньше, может быть, импульсивно, а вам уже так все надоело. Такое впечатление, что вы, вот, допустим, убрались, пошли спать, утром встаете опять грязно. Вы хотите прийти в чистое, потому что вы это сделали, а кто-то испачкал, и вам опять не в чистом завтракать, допустим, а в грязном. Это я опять образный пример привожу. Может, и реально так у кого-то именно вот увидела эту ситуацию. Может быть, просто вот образно. Вроде бы на работе что-то вот сделал, все, ну радуйся, да, дальше, завтра там дальше. Кто-то взял и все перепутал, кто-то взял, изменил что-то. Приходишь, и уже опять заново все надо. Может быть, еще как-то там в каких-то других вопросах. Ну вот мы вот так вот как сжались и сидите, и как все надоело, хочется сказать. Еще, возможно, очень хочется вам защиты от чего-то реально, как страх, страшного. У вас есть защита. Будьте внимательны, да. В ближайшее время, кстати. Я не знаю, ну, смотря где вы живете и как у вас там, да, но будьте внимательны в ближайшее время на улице. Может, это погода, может, транспорт, может, еще что-то. Но будьте аккуратны. Деревья, вот под деревьями в сильный ветер не ходите. Ветка, не дай бог, упадет. Еще раз скажу, не торопитесь на маршрутку, может быть, как раз-таки вас защищает не попасть в какую-то неприятность в той маршрутке. Ну, вот так. Вот так. И смотрите по сторонам, да. Будьте внимательны. Есть и такое предупреждение. Но это как подсказка. По-любому
Вы, ну как сказать здесь, должны жить и жить долго. 1000000%. Я это вижу очень хорошо. Но будьте внимательны. Вы не зря здесь. Вы не зря это слышите. Шестерка мечей — это выход из отшельника и луны. По луне, да, на вас может быть какой-то и как посыл вот этот грязный, ведьминский, да, может быть. Поэтому вы как у разбитого чего-то. Это как отшельник у разбитого. Но шестерка мечей — это выход от плохого. Это очень хорошая карта. Да, много пришлось пережить, да, еще кому-то и поможете. Но выход. И выход у вас будет именно радость за себя и радость за своих детей. Это тоже ваш выход из чего-то плохого. Но нужно будет сделать какой-то важный выбор в ближайшее время. Их страх присутствует. Нехватки денег может такой страх. Что, может быть, по работе, что не будет клиентов, допустим, вот такой может страх. Может быть, то, что вы, допустим, не так выглядите, и здесь страх, может быть, тоже присутствует. Или, опять же, погода, ветка упадет, не знаю, но это... Ну, расслабьтесь, вот так хочется сказать. Всегда предупрежден, значит, что? Вооружен, да? На свое лучшее. Поэтому будьте аккуратнее, но не бойтесь. Будьте больше оптимистом таким, вот как раньше были. А карты так вас видят. Вы раньше, ого-го, оптимистом таким были. Такой рыцарь на коне. Пентакливый, да. Потому что в какой-то момент вот вы готовы опять вернуться, но почему-то стоите, топчетесь на месте из-за какого-то страха. Нет, у вас будут перемены, скорые перемены. Вас очень порадует какая-то новость, и она будет складываться в большую новость, потом маленькая, а потом что-то большое, действительно как перемена. Грандиозные перемены у вас впереди, но маленькие вас радовать уже начинают. Ребенок порадует. Есть вопросы, да, есть у вас вопросы по поводу ребенка. Смотрите, есть тут ключ. Звезда, длинный, интересный, светлый путь. Мужчина и женщина. Король мечей, королева жезлов. Вам человек поможет. Мужчина вам женщина, женщина вам мужчина. Как будто бы, знаете, здесь противоположности сходятся. Вам поможет противоположный, скажу так, пол в самое ближайшее время найти ключ к своему вопросу. О, это точно. Это открытый путь к звездам, к нормальным переменам. Это точно. Вы скажете, могу себе позволить поговорить, либо уже после разговора что-то сделать. Могу себе позволить. Вы будете готовы к тому, что могут меняться ваши планы. Может быть, даже карты говорят, ты и сейчас уже будь готов, будь готова, что будут меняться ваши планы. Вы действительно как король, как королева на троне. По звезде куча интересного. Будет переоценка ценностей. Вас ждет, давайте я так, раз звезда вышла, звезда месяц больших возможностей. Вас ждет месяц больших возможностей. Однозначно. Не цепляйтесь к старому, не цепляйтесь к мелочам, смотрите на картинку целиком, и все будет как нужно, так, как вы хотите. Не надо к мелочам.
Вот человек с вами разговаривает, не цепляйтесь к мелочам. Это его энергия. В общем поняли? Хорошо, все для вас идеально. Ваши энергии очень подходят под энергии этого месяца. Вы как будто бы в свое время. Вы как будто бы действительно, как подсказка от расклада на Ютубе, не забывайте, вас ведет именно в переделку своих каких-то сложных задач, каких-то вопросов. Ваше до и после меняется. Вот оно меняется, действительно будет не так, как раньше. О радости за происходящее, может быть, вы даже уже и не мечтали, а оно идет к вам. Оно к вам идет. По поводу детей что? 4 мечей. Высшие силы всегда рядышком. Смотрите, здесь просто я уже показывала эту карту. Здесь как образ святой. Это как выздоровление. Это как выход из чего-то, вот где плохо, а тебя лечат, тебе помогают. Это для вас. Это для вас. Это реально для вас. И я говорю, я могу расклад делать именно вот гадать просто, да, но в моих раскладах здесь на Ютубе силы как будто бы хотят, чтобы вы еще и понимали происходящее, чтобы вы что-то действительно с подсказкой изменили, чтобы наконец-то вздохнуть и радоваться. Происходящее, то, что у вас. По 6 пентаклей вы слишком много себя раздаете. И детям тоже. И всегда отдавали. Но дети, получилось так, что у детей есть проблема в отношениях. У кого-то расклад общий с вами. У кого-то есть проблема, если ребенок уже взрослый, тоже в отношениях с каким-то другим человеком. Вы очень сильно переживаете за здоровье своего ребенка, кто-то из вас, да, ну вот есть такое. По поводу детей здесь 6 пентаклей. Я себя отдаю, я хочу наконец-то радоваться, чтобы ребенок приходил и радовал меня новостями. А ребенок приходит и начинает просить, либо говорить, как все плохо. Есть такое? Все будет хорошо, не надо переживать. Реально не надо переживать. У вас есть такое. Есть страх о поступлении ребенка у кого-то, есть страх о... Но есть болезнь какая-то, вот у кого-то как болезнь. Может быть, вы боитесь, что ребенок может заболеть, хотя не болеет. Вот поэтому страх такой идет. Не надо, вы накручиваете силу плохого. Не бойтесь. Все хорошо будет. Все будет хорошо. Радуйтесь сегодняшнему дню. Пусть и ребенок рядом тоже радуется, смотря какие глазки у мамы, ну или у папы. Вот такое вот. Вы императрица для них и для себя. И вы не та, которая раздает себя налево-направо. Вы императрица, когда в ваших глазах радость, и всем хорошо. А в ваших глазах радость должна быть только, в принципе, всегда, но она будет только в том случае, если вы реально где-то спокойны, где-то, может быть, на эмоциях что-то сделали, да, но и в то же время сделали, дальше все, успокаиваемся, радуемся, вот, какие-то шутки шутим, берем только позитив. И еще, если мужчина, на себя тоже немножко перестраиваете, да, вы, скажу так, император, вот, но смотрите, если вы хотите завтра получить. С одной стороны, завтра это слово, но с другой стороны, мы же имеем право мечтать. Кстати, надо мечтать и строить планы. Вот. Завтра хочется процветания, денег, счастливых улыбок детей, и чтобы самой улыбаться самому, да. С сегодняшнего дня начинайте. Кто-то скажет, что это глупость, кто-то скажет, что это вообще ужас какой-то, что с ума сошел человек, да? А вы говорите просто обычные, приятные слова на любую вещь. Идет дождь, а вы говорите, ой, какой красивый дождь. Ползет червячок, говорите, ой, какой интересный червячок, даже если вы их терпеть не можете. Но что-то вот говорите
Хорошее побольше. Вы не поверите, когда увидите, что к вам пришло очень много хорошего просто из этих, ну, с какой-то стороны, можно сказать, дурацких фраз. Но для вас они будут не дурацкими по итогу. Вы вышли на улицу, в грязь наступили, и вы говорите: господи, там такое-сякое все, да? Скажите: ничего, к прибыли, ничего, к новой обноске, да, или что-нибудь такое. Хорошо, что не наступило там на острое, не поранилась, да. Если поранилась, там аккуратнее, конечно. Давайте сразу изначально будьте аккуратны по поводу острых предметов. Что еще может быть? Кто-то там остановил вас, сосед какой-то, или позвонили какие-то друзья и что-то сказали не очень хорошее. Скажите: ну, все будет хорошо, ему подскажите, что этому человеку все будет хорошо, все решим. И себе говорите: ну, значит, я нужный человек. Не говорите: опять, я так устала. Да, устали. А говорите: значит, я нужный человек. Значит, я ого, какая звездочка с неба, да? А после этих слов вы уже точно поймете, нужна вы там или нет. Или просто так вам позвонили, чтобы только на шее поездить. Говорите, говорю, вот эти просто слова. Обожгли язык, ничего, значит, грязь сожгли. Ну, как-то так. Побольше дурацкого, но хорошего для себя. Вы, я говорю, не поверите, насколько много вы себе приобретете того, что не ожидаете. Хорошего. Просто однозначно. Вот так. По поводу детей решится вопрос. Хорошая карта вышла. Сила. Сила, защита. По поводу детей все будет хорошо. Через 8 дней поговорите со своим ребенком по важному вопросу, но без эмоций сильных. Просто поговорите, и вы услышите ответ и себе, и для него. Через 8 дней. Ну, через 8 лун, давай скажу. Это ночей, да? Через 8 дней, в общем, вот так. Поговорите. Возможно, даже ваш ребенок сам придет и будет говорить, что наболело, и вы легко разберетесь. Это во-первых. Во-вторых, есть вопрос о каких-то сомнениях больших и страхов опять по поводу ребенка. Понимаете, я не могу четко сказать, это не личный расклад, это общий. И энергия приходит от каждого из вас по-разному. Разная энергия. Но есть страх по какому-то определенному вопросу. Что будет? Давайте так. Тройка пентаклей. Вы сможете отработать этот вопрос. Вы сможете отработать и во благо. Это тройка пентаклей, это работа. Но во благо, оно идет реально во благо. Вы как будто древо свое укореняете. Да, без вас нет, невозможно. Но полное вмешательство во что-то тоже не надо. Тройка пентаклей — это надо, и вы сделаете, не надо, отступи. Вот как-то так. Чтобы получить реально свое весомое, делай только тогда, когда действительно чувствуешь, что без этого никак. И вы выиграете в том, что хотите. И я реально не могу слишком уж углубляться, типа как в личный расклад. Но здесь все равно для вас очень сильная информация. Каждый из вас ухватит свое, однозначно. Из подвешенного состояния, из подвешенного положения с детьми выйдете скоро. Будет открыто. Паж жезлов и многое, что начнет исправляться и идти новым путем. Паж жезлов, новые пути и огненные. И да, по жезловой масти скажу, микробы сгорают, так что гадость уходит. Жезл — это огонь в руках, отлично. Так, что еще? Карты скажут. Мужчина вас какой-то порадует.
Мужчина, да, для вас тоже мужчина. Здесь четко мужская энергия, я увидела. Какой-то друг, родственник, не знаю, но кто-то вот как мужчина, мальчик вас очень сильно порадует в самое ближайшее время. Звонок будет. Звонок, разговор и звонок какой-то интересный. Просто вот разговор аж вот вроде как мало, но и в то же время много. Вот 15 минут точно. Не знаю, вроде как мало 15 минут, в то же время много, да. Ну вот как... И с другой стороны еще как 3 часа встреча, что ли, будет. Или 3 часа реально как продлится. Или о 3 часах будете договариваться. Ну что-то такое. Но по-любому здесь... Может, в переносном смысле эта тройка идет, но что-то интересное несет мужчина, мальчик в вашу жизнь. Какой-то важный вопрос зацепится, и что-то по тузу жезлов действительно как продление возможностей или продление чего-то нужного, своевременного и важного принесет этот человек. Успокоитесь, обрадуетесь, все это прекрасно. Что плохое может быть? Да, плохое тоже может быть. Сразу и карта. У меня сразу вот это вот видение плохого, и тут же карта. Может быть, кто-то из вас не досыпает. Кто-то из вас просыпается посреди ночи, потом опять засыпает, и опять же как не выспавшийся. И больше здесь идет не потому, что вы действительно там мало времени спите или что-то такое. Вы слишком много по 9 мечей держите что-то в голове. Надо рассеять, отсеять что-то. Знаете, определитесь, за каким зайчиком вы будете бежать. Вот. Определитесь, потому что, делая 1, 2, 3, 4, так сильно наслаивается, что вы реально спать не можете. Это головные боли могут быть. Это может действительно внимание какое-то вот просто рассеянное. Это может быть забываете какую-то мысль и все. И все. Это мысли ненужных дел, которые вот просто поставьте их в себе. Вот это делаю там в 3 часа, это делаю в 5 часов, это делаю вообще завтра или через неделю. Ну как-то так. Потому что вы действительно перегружены. Вы можете плакать реально, либо душой на ровном месте, либо, либо душой на ровном месте, когда вроде хочется так улыбнуться, а вот так вот получается. Есть и такое. Вот. Есть и такое. Давайте как-то я расклад сделаю и посмотрю, нет ли на вас, может быть, опять каких-то наговоров. Тоже буду смотреть. А ну, вот на сегодня есть, нет? О, тут любовь идет. Кто-то про вас говорит и очень-очень-очень завидует вашему облику. Очень завидует. И ждите любовь в свою жизнь. Но кто-то очень сильно завидует. И, кстати, кто-то очень сильно хочет с вами поговорить и встретиться. Хочет провести время с вами очень сильно. Это уж, конечно, вам решать. Но пока что я магии не вижу, но если будет, буду говорить. Пока что на сегодняшний день как будто вы либо сделали чистку, либо даже вот на самих раскладах вы присутствуете, а я здесь всегда после расклада отключаю и говорю специальные слова. И до расклада, чтобы энергия была здесь чистым протоком. Я специальные слова говорю, чтобы вы действительно очищались. И подсказка была. Ну вот как-то так. На Ютубе, не забывайте, на Ютубе. Любовь к вам идет. Кто-то вас любит, реально любит. Давайте в следующем раскладе посмотрим еще, кто там любит и кто хочет встретиться, да? Тоже сделаю расклад. Так, что еще здесь карты хотят сказать? Так, соберу. Это королева Пентаклей, это денежки, вопросы по поводу денег. Ну, я думаю, что с самого начала вы уже поняли многое. И по поводу денег тоже. Давайте так напоследок. И, в принципе, опа, выскочило что-то. 6 Пентаклей. Хватит себя раздавать слишком много, да? Потому что надо еще и получать. Обраточка должна идти. Сначала ты даешь, но и потом тебе должны давать. А везде на халяву, как говорится, не надо. Это подсказка большая такая.
Вы выходите из одиночества в страсть. Эти сочетания этих трех карт, ну, в принципе, я вижу про вас, что вы реально умеете действовать импульсивно. Вот. Но вы почему-то либо долго обдумываете, либо приостановили себя. Отшельник — это действительно тот, вот он, отшельник, который планирует шаг за шагом, продумывает свое, обдумывает свои намерения, свои шаги, свою идею, да? Да, это вы. Но вы умеете и можете импульсивно действовать. А надо ли, да? Иногда, кстати, надо, потому что импульс туз жезлов, да, есть. Но вы ошибаетесь из-за того, что слишком много отдаете. Ожидается человек, который вам откроет эмоционально себя. Он будет готов сказать, что именно ему нужно, выразить свои чувства, и вы поймете, что делать дальше. Вот такой вот человек у вас на пороге. Потом новая дорога. Кстати, посмотрим, да, про нового человека. Новая дорога, выход из разбитого. Рыцарь кубков, любовь в понимании и в гармонию. Звуков громких боитесь. Салют, петарды. Некоторые из вас понимают, что еще. Громких звуков вы боитесь по башне. Такое вот идет. Да и туз тоже тут идет огонь. Девятка пентаклей, стабилизация, выход из обмана. На 0. Очищение. Ух, полетят перышки с птички, которая лезла в вашу жизнь. Ух, полетят перышки. Очень хорошая энергия от этой карты идет. Очень хорошая. У вас реально будет переоценка ценностей, где вы поймете, как вам быть, и будете намного больше радоваться уже с сегодняшнего дня даже. Просто говорите себе эти слова, что карты подсказали. Это энергия от ангелов, с небес, как еще сказать. Это очень сильный поток. Вот, и у вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо. Финансы стабилизируются, обман раскрывается, либо просто отбрасывается в сторону. Перестаньте себя обманывать в каких-то ситуациях. Не бойтесь одиночества, потому что оно тут же, когда вы успокоитесь, сменится на страсть и новые отношения. Это ваше. И разговор. Разговор будет с хорошим человеком и с детьми. Вот будет. Вот то, что говорила, ну вы помните. И 8 там выходила, и обнуление всего. Кстати, кто-то у вас скоро будет просить, что просить? Что-то, какой-то вопрос. Деньги? Кто-то просить деньги будет. Пентакли, 7. Отшельник еще один выходит. Четверка пентаклей. 3 карты говорят, ни в коем случае не давайте денег. Если это будут дети, если это будут другие совсем люди, чужие, не чужие, там не знаю, не давайте даже детям. Смотрите, если в вашей жизни, это как бы расклад общий, обязательно, ну как по-другому, ребенок должен, допустим, покушать, маленький, в школе, допустим, да, там, или, ну обязательно, все, без этого никак, надо к специалисту, а не хватает там и все такое. Да, конечно же, вы разберетесь с этим, но если просто дай денег, я хочу что-то еще к тому, что уже есть, или я как-нибудь, а потом как-нибудь не получается отдавать. Дети, не давайте. Потому что сейчас вы можете испортить не только для себя эту энергетику, но и для своих детей, и даже вот каких-то друзей, родственников, потому что будет проблема потом.
Это на всякий случай я сказала, что увидела. Смотрите по своей ситуации жизненной сами. У каждого она своя, но подсказочка здесь идет. Это не четко вот делай так, а подсказка есть, обдумайте. Если у ребенка есть, допустим, мама там, я хочу, или папа, да, я хочу вот такие джинсы, вот такие джинсы, вот такие джинсы. Сделайте так, чтобы ребенок имел одни, допустим, а не 3 вида. Потому что потом будет и ему плохо, или ей, да, и вам. Вот этот период, он может вас спасти сейчас или загнать в полное непонимание и одиночество, и вечное ожидание, что когда-нибудь то, что я давал, вернется, а оно не вернется. И у ребенка вашего, или у другого человека, родственника, друзей, у них тоже будет по-другому. Они тоже, она дает, потом как-нибудь отдадим. Вам это надоест, и им тоже. Вот здесь вот идет проблема, смотрите, хотя бы на протяжении, опять же, 7 выходит 7 дней, но лучше всего, как по звездочке, которая тут выходила, яркая такая, это месяц. Хотя бы месяц подумайте об этом. А там уже, опять же, видите, как считаете правильным, потому что по-любому надо считать, как это правильно. Правильно по своей личной ситуации. Это я сказала то, что увидела. Вам решать, по-любому вам решать. Вот. Просто вижу последствия. Любит вас ребенок ваш. И друзья уважают. Но после вашей отдачи чересчур черствость появляется. И в душу далеко глубоко уходит любовь, а наружу выходит брать. Вот такое вот. Это карты сказали, я вам говорю, сами смотрите. 4 это вот как бы карта разочарования, то, что хочу, чтобы мое было рядышком и радовало, а никак. Видите, какая, не знаю, тут нет, размывчатая или нет, вот, надеюсь, видно. Вот так вот карта говорит. 4 пентаклей мое, а почему мое не радует? Вот иногда так бывает. И если это изменить, очень многое через время изменится. И вы реально будете радоваться, что ребенок или ваши друзья, или ваши родные, они опять начинают больше внимания вам уделять, хотя бы чтобы обнять и сказать, как у тебя хорошо все, или там, а чем тебе помочь, или просто сказать, не знаю, что-то хорошее. Вот как-то так. Вот так ваша душа, скорее всего, и отдыхает, да, когда просто слова хотя бы будут идти, те, которые действительно хочется слышать. А по поводу работы вашей, да, здесь тоже идут исправления. Да, вы 7 пентаклей, вы слишком много вкладываетесь. Сказала про работу, и сразу же вот эта карта. Четко ответ идет. Именно для вас. Вы слишком много вкладываетесь, вы слишком много работаете там, где нет перемен. Если вы действительно засиделись на одном месте, попробуйте что-то поменять. Это вам будет во благо. Как-то так. Потому что время не стоит на месте, а по судьбе у вас хороший финансовый энергетический поток. Вот просто нужно его опять ухватить. Вот. Да, его могут разворовывать потихоньку, так, завистники какие-то, да, вот позавидовать, и уже забрали чуть-чуть там. Вы его все равно ухватите. Просто вот что-то рискнуть, может быть, действительно где-то надо. Опять же говорю, смотрите по своей ситуации. По своей. Но карты так сказали, потому что слишком много. 8 пентаклей. Это когда ты вкладываешься, а вот если ее перевернутой посмотреть, ты просто банкрот. Ты столько всего сделал, но банкрот, потому что ничего в карманах не осталось. 7 это ожидание. Но ожидание хорошего, да. Но сделай что-то новенькое. Тебе судьба дает.
Говорю еще раз, смотрите сами, смотрите сами. Все равно будет у вас. По-любому. Но действовать тоже надо, а не просто ждать. Но я думаю, что даже действовать обычным психологическим миром собственным, это уже действие. Не обязательно куда-то бежать, да, что-то менять, а психологически поменять. Понимание, что когда наступил в грязь, она не грязь, она просто вот потому что наступил, потому что вот я избранный, да, чтобы вот там, может быть, волшебная какая-то смесь в этой грязи. Вот так вот. Или птичка сверху летела, накакала, да? Типа такого. Ой, опять грязь. Нет, это к денежкам, это к удаче, это вообще к очищению здоровья даже. А? Почему так не сказать? Вот когда так будете говорить, тогда и радость будет больше приходить в вашу жизнь. И вы уже в этом будете менять свой поток, даже финансовый. Угу. Так, что напоследок карты скажут? Десятка жезлов, тяжесть. Король жезлов. Ну, вот король жезлов, мужчина. Семерка кубков — это мечты, мысли. А колесница вот здесь, 4-я карта, да, это выход, это дороги, которые такие открыты для вас. Это хорошо, даже вот так вот сделала я руки, потому что из десятки жезлов вы выходите. Мужчина, мужчина, кто смотрит, да, вы сами очень сильный человек, и во многом вы сами реально справитесь, и ваши мечты будут исполняться и вести вас по нужной линии. Девочки мои хорошие, здесь и вы сами, но еще и мужчина придет в вашу жизнь, и вы как будто бы вот будете выходить сообща. Это по работе, это какой-то друг, это ребенок, может быть, парень, мальчишка, да. Вы как сообща выходите к своим мечтам на новую дорогу хорошую. Любовь, будем смотреть, любовь идет. Семерка жезлов. Сейчас, это не забор, но хотя есть такое. Умеренность, это ваша стихия умеренности, да. И любовь. Переживши плохое, вы разрушаете забор несправедливости, потому что все-таки семерочка, да, это забор, это когда каждый пытается тебе где-то обидеть, что-то плохое сделать, но ты сверху, и ты со своим жезлом. Ну, мол, по голове можно давать, да? Вот. По умеренности, да, это ваша энергия, это то, что вы действительно заслужили в этой жизни. Не биться туда-сюда, да, то вниз глубоко, то вверх высоко, а именно нормально идти по жизни. Нормально куда? В десятку кубков. В любовь, в радость, в счастье, в доме и в своей жизни. Здесь все вот то, что вы хотите. Это ваша мечта. Вот по карте мечт, которая уже начинает исполняться. Уже начинает исполняться с этого расклада, с этого посыла, с этой энергии, как подсказка, да? Берите ее. Пишите в комментариях что-нибудь хорошее такое, закрепляющее. Я вижу ваши комментарии. Да, не всегда ставлю лайки, но я вижу ваши комментарии, я чувствую. Идет поток, реально. Вот. И, ну, что еще сказать? Подписывайтесь на канал, да, и счастье ваше в ваших руках. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, вот, чтобы не пропускать следующие видео. Остаюсь с вами, а вы со мной. Так что встретимся обязательно, еще услышимся, увидимся. Вот. Блага вам большого и мира мирного над головой. Дай Бог, пусть будет так. Все.